Ну что, мои дорогие друзья, новый сезон сериала адаптации Wings от Netflix уже отснят, и нам остается дождаться лишь окончания постпродакшена и официального анонса даты премьеры. Ну а пока предлагаю посмотреть на последние новости с полей съемок и обсудить, что мы можем ожидать как от самого сериала, так и от проекта в целом. Кто из фей следующее получит настоящее превращение? Неужели Скай и Блум встречаются в реальной жизни? Увидим ли мы пару Ривен и Муза в новом сезоне? А еще я разнесу Рейнбоу шквалом критики и своих негодований, потому что лично у меня набралось очень много серьезных вопросов к ним. Все это не только прямо сейчас, так что заваривайте чаечек, берите вкусняшки, не забудьте поддержать это видео лайком, а можно и дизлайком, хоть их и убрали, конечно, с ютуба, но мне все равно нравятся дизлайки, хотя нет, лайки я все-таки люблю больше. Без более долгого вступления переходим к сути, но сначала я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает Добро пожаловать на мой канал. Как я сказала в начале этого видео, съемки второго сезона сериала Fate официально окончены. В официальном аккаунте инстаграма этого сериала до сих пор тишина с самого июля, но мы могли понять, что съемки закончились благодаря сторис актеров. Незадолго до окончания съемок в интернете появилась вот такая фотография, видимо, с расписанием съемок, и отсюда мы можем узнать, что 5 ноября в подвале Алфей должны были проходить какие-то съемки, а вот 12 ноября у них должна была быть рэп-пати, это что-то вроде такой вечериночки, заключающей все вот съемки. На деле съемки завершились 1 ноября, и уже 3 ноября актрисы начали постить у себя в сторис то, как они прощаются со своими дверками, с их именами. В частности, это сделали наши Флора, Муза, Блум, конечно же, и Кэт. А вот 6 ноября как раз-таки девчонки и мальчишки отмечали прекрасный праздник окончания съемок. Занятно, что вместе с основным кастом теперь начала тусить Лия, которая исполняет роль Кэт. На деле это как бы второстепенный персонаж. В первом сезоне она появилась буквально в 2 кадрах, но у нее все-таки были слова. И, по-видимому, всем вот этим ребята намекают нам, что Кэт станет чуть более ближе и чуть более важнее во втором сезоне, чем она была в первом. Со съемок нам также прилетела красивейшая фотография того, как будет выглядеть наша Флора, видимо, в сериале. Здесь мы можем немножечко хотя бы оценить ее макияж и прическу. Что я заметила? Куда-то делись ее светлые прядки. Возможно, именно на этой фотографии их просто не видно, но что-то я и на других фотографиях их не замечаю. Будет очень жаль, если они упустили эту деталь, потому что, мне кажется, это такая важная часть образа Флоры. Вот эти светлые прядки, конечно, лучше всего, чтобы они были именно у лица, но хотя бы какое-то небольшое такое, типа, мелирование было бы в тему к этому герою. Макияж довольно простой, естественный, как и у всех остальных актрис, которые исполняют главные роли, хотя бы в первом сезоне точно так же было. И еще занятно, что все-таки они не стали прибегать к опции линз, потому что у Паулины довольно темные карие глаза, в то время как у Флоры они зеленые. Я понимаю, что это больше такие косплеерские придирки, типа не канон, все, но, знаете, мне кажется, вот в образе Флоры зеленый цвет глаз играл прям очень важную роль. Хотя, возможно, это сделано специально, чтобы увеличить эффект смены цвета глаз при использовании магии. Например, та же Стелла из сериала имеет голубой цвет глаз, когда Стелла в мультике кореглазая. Но цвет глаз героини Фейт меняется на золотисто-коричневый, когда она колдует, и это вроде бы небольшое изменение в ее внешности дает определенный заметный эффект. Здесь же мы можем увидеть, что Паулина вяжет, да, это одно из ее хобби, и на другой фотографии, которую она опубликовала у себя в инстаграме, мы можем увидеть девчонок из каста Fate, которые, по-видимому, носят ее вещи, которые она связала специально для них. Это, конечно, очень сильно откликается лично у меня, потому что я тоже обожаю вязать, и я более чем понимаю, насколько сильно Паулина с собой гордится, когда ее вещи носят. Моя самая большая вещь — это, наверное, платье Стеллы, которое я связала, когда мне было лет 13 или 14. Также в ее инстаграме заметили вот такие фотографии, и многие начали предполагать, что, возможно, это и будет примерно какой-нибудь один из образов Флоры в сериале Fate. Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что это образ со съемок, скорее всего, это просто одежда, которую она носит в повседневке, но по моим ощущениям это как раз тот компромисс между оригинальным мультсериалом Wings и Fate. Смешение чего-то яркого и более такого темного, обычного, такого casual. Вот что-то такое нам и хотелось бы видеть. Брайан Янг услышал нас, да? Вот. Спасибо, пожалуйста. И, по-видимому, Паулина уже жертвует собой. Неужели Флора будет следующей, кто получит новое превращение в следующем сезоне? Но все же, скорее всего, свое полное превращение следующей получит именно Стелла. Во-первых, в предыдущем выпуске мы уже с вами обсуждали концепт-арты, который выложил новый костюмер этого сериала. В ночь на 1 ноября Эбби опубликовала у себя сторис, говоря о том, что они снимают ночью, а как вы помните, перевоплощение Блум в первом сезоне как раз снималось ночью. Плюс еще в октябре для этого сериала искали дублера-блондинку, в том числе для съемок поздно-поздно ночью. Для перевоплощения Блум также использовали дублершу. В общем, я думаю, вы понимаете, в чем связь. Ну и в дополнении в одном из своих последних постов Ханна, которая исполняет роль Стеллы в этом сериале, опубликовала видео довольно давнишнее, где девочка играет с куклой
феей, блондинкой. Ну и подпись, конечно, к этому посту, да и комментарий от Брайана очень много вызывает вопросов. С одной стороны, конечно, можно подумать, да ребята шутят, что такого, но в каждой шутке есть доля правды. Также для этих съемок искали довольно взрослую женщину с рыжими волосами для некоторой второстепенной роли. Конечно, первое, кто мне приходит на ум, это Морион. А также искали молодого парня-танцора. В общем, здесь у меня даже предположений нет. Можете написать свои предположения в комментариях. В сети появилось видео, где актер Кеничи Ри пробовался на роль Грея во втором сезоне сериала Фейт. Как вы понимаете, этого парня не взяли, на роль Грея взяли другого пацана. Но что мы можем узнать из этого видео? Грей обращается к Мии, возможно, это на самом деле Аиша, и будет просить ее дать второй шанс их отношениях после того, как его разоблачили. На самом деле, я бы не особо доверяла той информации, которая просачивается через вот такие вот видео с прослушиваний, потому что зачастую, не совпадает то, что там показывают с тем, что мы увидим в результате в сериале. Либо это как-то перерабатывают, либо специально делают что-то вообще противоположное или, вне основного сценария. Короче говоря, по опыту первого сезона, скорее всего, такой сцены либо не будет, либо она будет, какой-то иной. Из новых актеров Джейсон Стайнес снялся в роли специалиста, будет появляться в массовке для второго сезона этого сериала. А также Энди Келлихер сыграет персонажа, который будет притворяться настоящей кровавой ведьмой из Астердела. В общем, в новом сезоне Астердел нам точно покажут, и я думаю, не один раз. Ну а девчонки Эбби и Прэшес, которые сыграли роль, соответственно, Блум и Аиши, соревновались в своих сторис по красоте фотографий. В общем, они запечатлели локации, которые, по-видимому, появятся и в сериале, и среди всех фотографий больше всего меня зацепило именно это. Что-то жутко напоминает мне этот колодец. По-моему, примерно такой же находится на территории Алфеи прямо посередине, и рядом с ним довольно часто Блум думала о своей жизни. А еще с нами поделились вот такой фотографией, где мы можем увидеть баннер Великой железной дороги Солярии. В общем, видимо, мы наконец-то начнем путешествовать по иному миру. Счастливого путешествия в Казахстан. Еще предлагаю вам заценить новую локацию, которая называется Power Scott House. Многие, конечно, сделали предположение, что, скорее всего, это Линфея, но лично мне кажется, что такая локация больше похожа на замок Солярий. Конечно, обилие цветов и все такое зеленое, оно во многом намекает на то, что это похоже на Линфею, но не забывайте, что и замок Солярий даже из оригинального мультсериала довольно красивый, весь такой цветущий. В общем, мне кажется, что эта локация действительно больше похожа на замок Солярий. Больше как-то ожидается, что нам покажут замок Солярий во втором сезоне, чем Линфею. Да и плюс до сих пор непонятно, является ли во вселенной Фейт Флора принцессой или не является, насколько вообще вероятно то, что она живет в замке. Может быть, она обычная горожанка, кто знает. Линфиянка, наверное, так их называют. Вот еще парочку фотографий с места съемок, которыми потихонечку с нами делились актеры этого сериала. И одна из фотографий имеет на себе хлопушку. Там мы можем увидеть режиссера одной из серий, это Салли Апрахамия. Среди ее работ, которые показались мне более-менее похожими на Фейт, есть «Доктор Кто» 2018 года и «Самая плохая ведьма», это сериал тоже для Netflix. В общем, что-то связанное с магией она имеет уже в своем портфеле, так что я очень надеюсь, что и над Фейт она тоже сильно постарается и добавит хоть немножечко побольше магии. А это уже фото с отсмотра или даже монтажа серии. Будет потом очень интересно посмотреть, в какой серии, в каком моменте появится этот кадр. Невероятные новости, ребята. Скай и Блум реально встречаются. Я не могу даже предположить, сколько раз мне об этом написали в Инстаграм. Ребят, большое спасибо, конечно, что присылаете мне новости. Но я, к сожалению, такой человек, наверное, я очень скучная. Я вот не очень люблю копаться в личных чужих вещах, в личных чужих делах в том числе. Я, конечно, очень рада за ребят. Молодцы, встретили друг друга, полюбили, начали встречаться. Это дорого стоит. Во-первых, как я уже сказала, мне не очень сильно интересны чужие личные дела. Лично не публично. Во-вторых, sorry, not sorry, я не очень сильно верю в эти отношения. Если они действительно счастливы, если они действительно любят друг друга и им классно вместе, супер, классно, вообще потрясающе. Но смотря на другие кейсы других сериалов, фильмов и так далее, когда начинали в реальной жизни встречаться актеры, которые исполняют не последние роли в этих проектах, не сложновато, если честно, верить в то, что это все на самом деле. Но прикольно, конечно, видеть некоторое оживление по этому поводу в фандоме. Многие прям сравнивают их с Блум и Скайом из мультика, и теперь они прям вот реальные, самые настоящие в жизни. Давайте лучше посмотрим на фотографии Эбби со съемок. Здесь мы видим Эбби в довольно таком темной одежде. Если честно, это немножечко идет вразрез с тем, что говорил инженер Страффи, что они будут больше работать над стилем Винкс, сделать их более
аутентичными, ближе к оригинальному мультсериалу. Я все еще имею надежду по этому поводу и предполагаю для себя, что, скорее всего, в этой серии, в этом моменте Блум будет просто скрываться от кого-то, ну, как всегда. Блум же любит убегать из Алфеи. Прощай, Магикс. Девчонки, я здесь! Ну и, конечно же, в этом видео мы не можем просто взять и обойти тему Ревузы. Да, ребят, в сеть слили видео, где якобы снимают кадр с битвой между Музой и Ривеном. Но проблема состоит в том, что парень, который выкладывал это в свои сторис, оплошал немножечко. Именно поэтому я не могу вам сейчас показать то, что происходит в этом видео, потому что парень очень сильно, очень настоятельно просил не распространять сам видос. Но с другой стороны, опять же, мне не очень сильно верится, что, реально искренний чувак не знал, что нельзя где-либо публиковать то, что происходит на съемочной площадке. Скорее всего, в его контракте все это четко прописано, и, скорее всего, есть отступные и разные там за нарушения и все дела. Мне кажется, это специальный был вброс, но как бы то ни было, да, самое главное это суть. То, что мы так хотели увидеть в первом сезоне, видимо, случится во втором сезоне, и да, мы увидим схватку Ривена и Музы. Расскажите в комментариях, делаете ли вы ставку на то, что Муза и Ривен могут быть, в принципе, в сериале вместе. Мне, если честно, с каждым днем все сложнее и сложнее верится в это, но тем не менее, знаете, увидеть некоторую искру между этими персонажами было бы очень интересно. Ну что же, мне кажется, пришло время поговорить о мерче. Среди интересного мерча, который выйдет в этом году, особо ничего нет, наверное, только календарь. Все обещают и обещают нам новый мерч по Fate the Wings Saga, но как-то не складывается, только одни календари. Этот календарь имеет такую обложку, где что-то странное с кроппингом, то есть с обрезанием персонажей. В целом все классно, красиво выглядит, но вот, например, Терра как-то очень сильно обрезана, другие девчонки как-то тоже странно немножечко расположены. По-моему, нормально здесь выглядит только Блум и Аиш. Еще стал доступен и другой календарь, который продается в Италии, и здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что наконец-то появилась Беатрикс. Ее как-то все время немножечко игнорируют, как мне кажется, как-то отталкивают на второй план. Надеюсь, ее побольше все-таки увидеть во втором сезоне, но тем не менее здесь она есть. И если вы вместе со мной тоже хотите увидеть побольше Беатрикс, то, пожалуйста, переходите в одно из моих предыдущих видео, там я сделала Беатрикс и снялась в тизере по второму сезону Fate. Также нам продолжают напоминать про книгу Light in the Fire, которая должна была выйти еще в этом году, но ее перенесли на следующий год, вроде где-то в середине 2022 должна выйти. Ну и заодно намекнули, что готовится третья книга, так что, ребята, будем читать. Вот такой мерч по сериалу, кстати говоря, показывали на выставке Brand Licensing Europe. Там вообще очень много было обновлений по Wings, и в том числе по мультсериалу Wings, и эти обновления мы с вами обсудим во втором видео, которое выйдет тоже сегодня. Возможно, оно уже вышло. Ссылка на него будет в конце этого видео, так что просто дождитесь. На этой же выставке, кстати говоря, был стенд со старыми Wings в очень прикольной, очень приятной такой рисовке, что-то вроде скетчей, и каждая фея в своем цвете. Очень приятно еще видеть, что Блум не розовая, а голубая, потому что ее основной цвет вроде всегда был голубой, а розовые оставили у Флоры, как это и должно быть. На следующий год запланировано очень много разных выпусков товаров по Fate the Wings Saga, которые больше будут нацелены на подростков, на девушек 20+. В частности, нам обещают косметические новинки, одежду, аксессуары, книги, которые я уже упомянула в этом видео. Вроде как будет новая коллекция от Бершки. Как вы помните, в этом году уже выходил такой мини-топик. Ничего особенного, но, видимо, это был как бы небольшой такой спойлер к большой коллекции, на которую я очень сильно надеюсь. И также обещают какие-то другие товары из других категорий от российских производителей. Будет очень интересно посмотреть, что это может быть. А вот и новенькое, что выйдет уже в следующем году. В мае 2022 обещают выпустить коллекцию фигурок Q-Posket по первому сезону Fate, и вы даже не представляете, как я была рада этой новости. Точнее, сначала я не поняла, потом я не поверила, а потом как обрадовалась. Пока доступны только такие промо-фото, попозже, думаю, нам покажут всю коллекцию. И конкретно в этих фигурках мне нравится это смешение миловидности их лиц и грозного взгляда героинь, очень крутой контраст. Причем заметьте, что у фигурок цвет глаз такой, как когда героини в сериале пользуются своими волшебными силами. Предварительно стоимость каждой такой фигурки в районе $36, в рублях это будет в районе 2,5-3 тысяч, обычно Q-Posket так примерно и стоит. Так что очень ждем дальнейших обновлений по этой коллекции, а если вам хочется увидеть от меня обзор на эти фигурки, просто подпишитесь на меня. И напоследок расскажу вам грустную историю о том, как Rainbow хотели как лучше, а получилось как обычно. В общем, произошла у меня не очень приятная ситуация с Rainbow, точнее с командой, которая занимается официальным инстаграмом Wings Club. 20 августа этого года я открываю свой директ в инстаграме и вижу, что мне написали
написал официальный аккаунт Winx Club. Вы не представляете, как я была рада, типа вау. Открываю сообщение, читаю и понимаю, что они мне хотят прислать что-то из макияжного. Тогда конкретно ничего не рассказали, тогда не было никаких новостей по этому поводу. Я такая, супер, класс. Мало того, что по Winx выходит наконец-то косметика, я очень долго об этом мечтала, так еще и мне пришлют, и я смогу одна из первых, возможно, попробовать и показать вам. Я предоставила им свои данные для того, чтобы они отправили мне посылку, и ждала. Вскоре появилась информация, что компания, которая называется SL Lashes, выпустит линейку совместно с Winx. В рамках этой коллаборации с Winx выходили накладные ресницы, об этом я рассказывала вам в предыдущем видео с новостями Winx. И 10 сентября я написала самому бренду, тогда еще не зная, что, скорее всего, Winx Club, официальный аккаунт, мне как раз это и хотел отправить. Я просто не знала, потому что они не конкретизировали. В результате к 16 сентября, когда уже все официально анонсировали, уже начали все публиковать и выставили на продажу, я поняла, что, видимо, ко мне придет целых 2 одинаковых пиар-бокса со всей полностью коллекцией этих ресничек. Я тогда подумала, блин, классно, я смогу сделать и обзор на полностью всю коллекцию, и еще и вам подарить, потому что я думала разыграть второй набор. В это время официальный аккаунт Winx Club тоже к себе репостнул некоторые распаковки блогеров, которым они, видимо, тоже отправляли по вот этому сотрудничеству. Я все сидела и ждала, и думала, что, ну блин, я же в Рашке живу. До нас все посылки долго доходят, ну мало ли что там где-то застряло на почте, ну подожду, все нормально. И вот прошло около 2 месяцев, я сижу, жду, все никак не дождусь, и 31 октября я решила написать сначала официальному аккаунту Winx Club, потом и бренду SL Lashes, типа, ребят, ну чё, может что-то случилось, может какой-то информации не хватило, может обо мне забыли, мало ли что. Я как бы понимаю, но хотелось бы все-таки какого-то апдейта. И что вы думаете? Меня проигнорировали. В итоге только 9 ноября бренд SL Lashes не ответил, что, девчуля, сори, ничего не будет, потому что, оказывается, из Испании нет почтового сообщения с Россией. Как я понимаю, это частный какой-то случай, конкретно у них нет возможности. Ну, в общем, оказалось, что они не могут отправлять посылки в Россию. То есть, когда они договаривались со мной, что они мне пришлют этот пиар-бокс, они не знали, что почтовое сообщение у них приостановлено. Когда они отвечали на комментарии российских пользователей, если доставка в Россию, они не знали, что была приостановлена это почтовое сообщение. Конкретно проблема не в том, что мне там что-то бесплатно не прислали, что-то там у меня не срослось, все дела. Это происходит повсеместно, и я просто об этом не рассказываю. Это один из многих случаев. В этом как бы нет никакой-то большой трагедии. Неприятно то, что мне дали вот эту ложную надежду, что я могу что-то от них ожидать. Я ждала 2 месяца впустую, вместо того, чтобы я могла в первый же день, когда анонсировали продажу, купить это все, и, возможно, на данный момент у меня это все уже было на руках, и я бы вам 100 раз уже сделала этот обзор. Хотя, знаете, мне, честно говоря, интересно, те, кто из России заказывал эти реснички, вот откликнитесь, пожалуйста, в комментариях, вы получили их? Они вообще хоть кому-то отправили, или у них вот действительно внезапно открылась эта проблема, что они почему-то в Россию не могут доставлять? И ладно, если бы просто чего-то не сложилось, ну, я еще раз говорю, это повсеместно происходит. Проблема именно в том, что мне ничего не сказали, мне не сообщили про меня, просто как будто бы забыли, как будто меня нет и не было никакой договоренности. Блин, я тоже работала в офисе, я представляю, что это такое, когда тебе нужно предупредить 1 миллион человек, постоянно поддерживать с ними связь. Я знаю, что это такое, но мне кажется, когда речь идет о каком-то таком партнере, который в какой-то степени для тебя ключевой, это не только твой партнер, это еще и твой огромный фанат. Его игнорировать, ну, по-моему, это последнее дело. И мне реально очень страшно и очень интересно, что произошло с теми заказами, которые были сделаны из России. Дослали их или нет? Может быть, я не одна такая, кого игнорят уже который месяц. Но обидно смотреть еще на то, как официальный аккаунт ведет себя по отношению к фанатам. На днях тут я наткнулась на новость о том, что официальный аккаунт просто ограничивает доступ фанатов, подписчиков к тому, чтобы они могли писать комментарии. То есть получается так, что человек пишет комментарий, но этот комментарий остается невидимым для всех остальных пользователей, потому что его аккаунт был ограничен в доступе на этой странице, вот официальной Winx. Я не знаю, как вы на это смотрите, но вот лично по моим ощущениям, это какое-то просто тотальное неуважение к людям, которые любили ваш бренд, поддерживали, несмотря ни на что, все это время. И они все равно продолжают поддерживать вас, а вы в ответ вот так себя ведете. Да, я понимаю, наверное, тем людям, которые ведут этот официальный аккаунт Winx, неприятно читать какую-то критику в сторону того, что они сейчас постят. Но, блин, ребята,
Ребят, это все мы пишем для того, чтобы ваш аккаунт становился лучше, ведь вы делаете этот аккаунт для нас, для фанатов. Так что Rainbow даю вам бесплатный, уникальный, грандиозный бизнес-план. Ребята, пора заняться делом и взять на работу нормальных, серьезных, настоящих фанатов Winx, которые поднимут вашу статистику просто вот так. Я очень жду момента, когда наконец-то официальные ребята из компании, с верхушки поймут, что фанаты Winx, которые, выросли на этом мультсериале, прекрасно знают, что надо делать дальше. Я очень благодарна Rainbow за то, какие возможности они передо мной открывали. Я очень благодарна за наше сотрудничество. И, возможно, этим видео я просто сейчас все убью. Ну, что поделать, на ошибках учатся. И я надеюсь, что Rainbow действительно однажды к нам прислушаются и наконец-то начнут делать то, что мы действительно ожидаем, что мы действительно хотим от них увидеть. Ведь это на самом деле не так сложно. Бум так на. Так что вот такие дела, ребята. Надеюсь, что у вас хорошее настроение. Вот мне сейчас прям очень полегчало. Жду вас в комментариях. Надеюсь на ваши отзывы по поводу всех новостей, которые мы с вами сегодня обсудили. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, дизлайки. Если вам видео особенно сильно понравилось, то вы можете, конечно же, поделиться им в ваших соцсетях или с друзьями. Оставляю наедине с этими прекрасными видео. Я более чем уверена, что именно тебе они будут очень интересны. Желаю чудесного дня и до скорого!